На горе Королей в городе Кёнигсберг 7 веков проводились пышные коронации. Сегодня это единственный город России, где можно встретить подлинную готику. Где именно ее здесь искать и где в Калининграде пустят пожить в изысканном музее-отеле? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ» и с тобой Даша Ивановская. Первое место, куда, конечно же, стоит отправиться, приехав в Калининград, это остров Иммануила Канта. Но это там, где стоит большой кафедральный собор, под которым как раз и покоится немецкий философ Кант. Собор стоит здесь с XIV века, а построен был из кирпичей еще более старого Альтштадтского собора. Здесь же на острове знаменитая рыбная деревня, Медовый мост и парк скульптур. На острове круглый год проводятся ярмарки и праздники, а внутри собора звучат невероятно завораживающие органные концерты. Кстати, Кёнигсберг считается мистической столицей Европы. Одна из легенд рассказывает о том, что русалка на вершине шпиля собора, а она там вместо креста трубит в горн, завидя, как от портовых городов Балтики отходит корабль, чтобы чужеземные сирены не заколдовали экипаж. Еще говорят, на крыше собора живут гномы, а внутри залов бродит призрак. Ну и люди, и мистические создания, оказавшиеся в соборе, круглый год здесь слышат музыку. Ежегодно здесь проводится более 700 концертов. В этом соборе проводят знаменитые вот эти органные концерты. Особенно это актуально узнать будет в преддверии Нового года и рождественских праздников, потому что именно в Калининграде отметить рождественские праздники будет, я думаю, очень прикольно. Это если очень хочется европейской рождественской атмосферы, но туда нельзя, можно приехать в Калининград. И здесь вот эти рождественские органные концерты будут особенно, мне кажется, приятные. Плюс вы почувствуете себя в Европе, а к тому же можно еще прогуляться вдоль каких-нибудь крисмас-маркетов, которые здесь особенно сказочно будут смотреться в сумеречное ночное время, когда вот эта красивая иллюминация превращает эти рождественские прилавки просто в настоящие волшебные. На островной ярмарке можно не только купить вязаные носки и самодельное мыло, но еще и похрустеть лягушачьими лапками и жареными пельменями. Но самое главное, когда бы вы ни приехали на остров, не забудьте навестить могилу Канта. Конечно, нельзя было обойти стороной могилу Канта. На самом деле, Кант захоронен глубоко под собором. Здесь просто такое формальное место, где обозначено, что здесь вообще есть могила Канта. То есть, в принципе, сам Кант, его останки, они недалеко, но не конкретно здесь. Пожалуй, один из самых интересных аспектов его философии – это, конечно, вещь в себе. Подразумевается, что суть любой вещи на самом деле очень далека от восприятия этой вещи. То есть, как мы воспринимаем все, что угодно, это наше сознание. И на самом деле мало имеет общего с конкретной вещью, материальной или нематериальной. Но на самом деле я тот еще философ, поэтому если вы своими словами можете просто рассказать про его философию более точно, чем я, или я в чем-то ошиблась, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Ну и напоследок цитата Канта. О человеке говорят 3 вещи: его глаза, его друзья и его любимые цитаты. В общем, это настоящая калининградская сова. Называется эта порода вид, наверное, больше сипуха. Так что она здесь естественно среди обитания. Хенри? Энви. Энви. Окей. Возможно, сове не понравилось такое название. Сипуха, правда, как-то, конечно, не очень привлекательно звучит, я согласна. Мне бы тоже не понравилось. Поэтому надо просто звать его Энви. Энви как маленький котенок. Его можно погладить, он очень мягенький. Привет. Хорошо, что я в варежках. За 10 минут в такси с острова Канта можно доехать в район немецких особняков Амалиенау. Это аллея цветущих усадеб, которые в начале 20 века находились за городской чертой, а сегодня все они в центре города. В Европе мало кто носит каблуки, это факт. И это еще, я думаю, от того, что в старом городе трудно ходить на каблуках, потому что там вот эта вот старая кладка дороги, и просто ты замучаешься на каблуках на ней ходить. Не знаю здесь, насколько вот эта кладка старая, или же она, скажем, стилизованная больше, но на самом деле очень прикольно по ней пройтись. Тоже такие вот детальки, которые тебя переносят
этого ощущения, что ты в Европе находишься. А это памятник знаменитого поэта Людвига Сореза, ранее проживающего в Кёнигсберге. Думаю, его фигура здесь поддерживает романтические идеи знаменитого архитектора района Фрица Хайтмана, который буквально создал в Амалиенау город-сад. Стоит, конечно, отметить, что красивые старинные виллы особенно живописны летом, а зимой некоторые из них могут даже показаться зловещими. Саша очень удачно сказал, что погода здесь напоминает ранний март, где-то там в средней полосе России. Ну, то есть, в принципе, почти во всех регионах, где не Сибирь и не там Сочи, не самый юг. То есть ощущение, что вот-вот сейчас станет совсем тепло, и это очень приятная зима, такая вот прям вот вкусная европейская зима. Вообще хочу сказать, как человек, который прожил в Европе 8 лет, то есть я официально без 2 лет швейцарка, мне очень не хватало Европы во время пандемии. И как классно было вот в этот раз приехать в Калининград, на контрасте того, что вот настолько не хватало этой европейской среды, и здесь ты ее точно получаешь. Стоит не забывать, что все-таки Кёнигсберг, точнее не так, стоит не забывать, что Калининград был все-таки Кёнигсбергом гораздо дольше, чем Калининградом. Итак, где же будет здорово остановиться, приехав в Калининград? Моя однозначная рекомендация – это отель «Чайковский», который тоже расположился в историческом особняке. Здесь большое количество раритетных и дизайнерских вещиц, собранных с разных стран мира, а на первом этаже одноименный отель и ресторан. Кстати, в особняке нет лифта, вместо него красивейшая старинная деревянная лестница, и подниматься по ней в свой номер – отдельное наслаждение, будто ты живешь в изысканном европейском музее. Короче, провести выходные в Чайковском значит еще больше погрузиться в атмосферу Европы, где особенно ценны авторские, камерные, 5-звездочные бутик-отели, спрятанные между центральных средневековых улиц. Знаете, что я имею в виду? Так вот, Чайковский именно такой, только в Калининграде, и местный ресторан – очень важный элемент шарма этого отеля-сокровищницы. В общем, спустившись на завтрак, чувствуешь, что просто оказался в красивой гостиной европейского дома, в который приехал погостить. На завтрак здесь, конечно же, скрамбл-эггс с сосисками, круассаны, домашние джемы, йогурты и каши, а в интерьере ресторана никакой шаблонности, только царство давних историй, которые могли бы рассказать молчаливые скрипки на стенах, фигурки балерин и лошадей на подоконниках. Ресторан «Чайковский» предлагает 3 вида кухни. Это балтийская кухня, ностальгическая советская кухня и традиционная кёнигсбергская кухня. Ее можно найти, конечно же, только в Калининграде, по крайней мере, насколько известно мне. Значит, что такое кёнигсбергская кухня? В этом маленьком меню вы можете найти несколько традиционных блюд. Это суп из флек, это такие потрошки, из которых делают суп, филе балтийского судака, то есть это местная рыба, которая водится только в Балтике, и, конечно же, кёнигсбергские клопсы, то есть это такие вот шарики из фарша, и в свое время у каждой уважающей себя фрау был свой рецепт таких клопсов. Кстати, интересно, что традиционным кёнигсбергским десертом является марципан, но особенно интересна предыстория появления такого десерта. В свое время, когда были неурожайные годы в Калининградской области, на прилавках буквально пропало все продовольствие. И лишь в аптеках оставался сахар, миндаль и розовая вода. И из этого всего научились делать вот такие вот марципановые пирожки, которые очень полюбились местным жителям. И с тех пор марципан стал любимым рецептом. Чайковский – это один из 3 ресторанов A-Group. Еще в этой сети есть 4 отеля, они абсолютно разные и все очень дизайнерские. Вот, например, отель и ресторан Чайковский назван в честь великого композитора и находится на улице Чайковского, дом 33. И весь дизайн этого места, он посвящен музыкальным симфониям и самому Чайковскому. Вот даже счет, например, здесь приносят в пуантах. Этот отель-ресторан находится в здании, которому больше 100 лет. Это невероятно красивое строение, и само здание входит в перечень объектов культурного наследия. То есть можно сказать, что приехав сюда, вы немножко поживете в музее.
Кстати, именно этот особняк был первым в городе, где провели газификацию. То есть, надо думать, всегда пользовался особым почетом у властей и жителей города. А сегодня основатели холдинга A-Group не забывают ни про один из аспектов гостеприимства и даже предлагают возможность заказать кейтеринг и помощь в организации специальных событий. И как по мне, особенно здорово, что все отели и рестораны A-Group принадлежат одной семье с 1995 года. Уверена, что этот фактор сильно влияет на уют и атмосферу отеля. Проснувшись в номере Чайковского, чувствуешь ухоженную старину европейского особняка, который тебя приютил, а еще современный комфорт. Ну, просто мое любимое сочетание. В этом номере есть старая пианино, то есть это прям личное пианино в твоем номере. То есть вот отель называется Чайковский, и поэтому даже у себя уже в спальне ты чувствуешь, что не зря они называются Чайковский. Во всем присутствует этот дух его симфоний. Когда я заселялась, то разболталась с администратором и расспросила вообще, что в этом здании было ранее. И оказалось, что раньше здесь был детский сад. Но, конечно, это какой-то невероятно красивый детский сад и очень большой, и это невероятно милое прошлое, правда? И даже сегодня иногда в Чайковский заселяются гости, которые здесь ходили в детский садик, и поэтому, попадая сюда, они вспоминают свое детство. По-моему, очень важно, когда у здания есть такая вот хорошая энергетика. Да, я не сразу разглядела, что пианино в номере – это на самом деле столик. Но просто как оригинально придумано. Вообще уверена, что почти вся мебель номера изготовлена на заказ. И, вероятно, вдохновлена широкой насмотренностью владельцев, то есть их многочисленными путешествиями по Европе, из которых были привезены различные предметы интерьера. А уют воссоздается в маленьких деталях. Вот, к примеру, у кровати здесь ждет гостя особенно полезная вода, которая настоялась в кувшине с янтарем, а о близости к морю напоминают чайки за окном. Кстати, летом у Чайковского работает веранда, которая окружена множеством старинных разноцветных дверей. Итак, как же лучше всего добраться до Калининграда? Точка отсчета – Москва. На машине дорога займет 18 часов, а на самолете всего 2 часа, плюс еще 30 минут придется провести в такси от аэропорта до города. Любители поездов проведут в пути 20 часов. Билеты на самолет в обе стороны пути будут стоить от 4000 рублей на человека, а на поезд 7000 рублей. Снять номер в Чайковском можно уже за 5000 рублей за ночь при парном размещении. Поужинать в ресторане доступно уже за 1000 рублей. Прикупить какой-нибудь сувенирчик на острове, возможно, за 300 рублей. И еще 250 рублей стоит отдать за входной билет в собор. Хотя приятно, что прогуляться по острову Канта и Амалиенау можно бесплатно. Все вместе выйдет от 15 250 рублей за один день и одну ночь размещения. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе, где в России находится живописная столица кошек, за которыми ухаживает Котошеф. Подписывайся на канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе с нами.